Первая сводка июля. Привет всем, с вами, как всегда, по выходным Руслан Левиев. Сегодня я опять буду многое не соглашаться, опровергать других исследователей и журналистов. В основном это будет касаться ситуации по фронтам. В Сумской области линия фронта по-прежнему не двигается, стоит уже несколько недель. Были сообщения об атаках российских десантников в районе Новониколаевки и Юнаковки, но успеха они не принесли. Украинские силы, в свою очередь, продолжают попытки контратак по направлению от села Андреевка. На неделе меня много спрашивали про обстрел российской артиллерии района Сум. В частности, с территории Курской области был произведен обстрел села Песчаное, которое находится в 1 километре от административной границы областного центра. Мне это событие напоминает новости от украинской группы «Дикие шершни» о том, что они смогли поднять свой FPV-дрон на высоту 11 километров. Это действие исключительно ради новостных заголовков. При этом оно абсолютно ничего не дает. Я имею в виду и дрон, и обстрел Песчаного. Нюанс в том, что для удара по Песчаному был применен активно-реактивный артиллерийский снаряд. Обычные артиллерийские снаряды летят за счет придания им начальной скорости, которую им задает сгорающий в коморе артиллерийского орудия метательный заряд. А дальше, когда снаряд уже вылетел из ствола, они летят уже исключительно по инерции, если говорить упрощенно. У активно-реактивного артиллерийского снаряда в полете включается реактивный двигатель. За счет этого он улетает значительно дальше. Так почему же не делают все артиллерийские снаряды такими? Потому что активно-реактивный снаряд намного сложнее, а потому и дороже, а потому и дольше в производстве. А на войне вам нужно очень много снарядов, и производить их надо очень быстро. Поэтому активно-реактивные снаряды используют только для очень важных целей. Их мало, и они слишком дорогие. Такими снарядами ты не создашь плотный артиллерийский огонь, не сможешь постоянно поддерживать наступающие сухопутные силы. Поэтому то, что российские войска достали до Песчаного, не говорит нам ни о чем. Россия может прямо сейчас ракетами достать Львов. Но это же не значит, что Львову грозит какая-то неминуемая опасность штурма. Я вижу, как из-за остановившейся линии фронта на Сумском направлении уже некоторые начинают писать о полном провале российских сил здесь. Особенно это любят подавать под тем соусом, что у российской армии якобы были амбиции захватить Сумы. Во-первых, такие амбиции были только у пропаганды. Я вам уже много раз описывал свое мнение по захвату Сум. Во-вторых, продвижения по фронту остановились на линии, достаточно близкой к тому, которую ожидал я и рассказывал вам. Я говорил, что цель максимум российской группировки – дойти до сел Хотень, Писаревка и Храповщина. В-третьих, как я ранее говорил вам, мы считаем, что расчет Кремля идет на то, что однажды украинская армия будет полностью истощена. Фронт рухнет, и она побежит. Просто нужно постоянно оказывать давление. И вот при такой цели не так важно, дойдут ли они до той линии сел, захватят ли Покровск до конца лета или до конца года, а может вообще через 2 года. Главное, чтобы не прекращались сами боевые действия. И тем самым оказывалось давление. Да, все эти локальные победы с захватом населенных пунктов нужны российской пропаганде, нужны российским генералам, чтобы получать очередные звездочки повышения. Но с точки зрения той тактики, которую использует Россия, темп продвижения не настолько важен. Поэтому говорить о полном провале российского наступления в Сумской области я бы тоже не стал. Работает ли российская тактика? Истощает ли украинская армия? Есть ли признаки надвигающегося краха? Таких признаков мы не видим, даже с учетом очередной заморозки американской помощи, про которую мы поговорим чуть попозже. Украинская исследовательская группа Frontelligence Insight приводит свою оценку ежемесячного набора людей в украинскую армию. Это от 17 до 24 тысяч человек в месяц. Если брать нижнюю планку в 17 тысяч, то это почти вдвое меньше того, что набирает Россия, по 30 тысяч человек в месяц. Но у России за счет применения тактики пехотных штурмов и потери примерно вдвое выше. Поэтому пока что я не вижу, чтобы российская стратегия на истощение работала. Более того, будь я каким-то умным российским генералом, близким к Путину, я бы сказал ему, что такая стратегия, очень наивная. Допустим, Украина за 3 года полномасштабной войны потеряла убитыми 150 тысяч солдат. То есть примерно по 50 тысяч человек в год. Извините меня за такие циничные слова, но что такое 50 тысяч в масштабах такой страны, как Украина? С такими темпами вы как не скоро добьетесь истощения. И очевидно, что если будет какая-то прям совсем катастрофическая ситуация, то Киев резко ужесточит мобилизацию, Европа резко увеличит помощь, а может даже и пойдет дальше. Эту войну невозможно выиграть, даже через стратегию давления до истощения. Тем более, что и российская армия уже сейчас далеко не в самом блестящем состоянии. Даже при наборе
30 тысяч человек в месяц. Плюс война несет свои экономические и социальные издержки для России. Поэтому даже для самого Путина было бы выгоднее остановить и заморозить войну. Но, видимо, в докладах для него тоже постоянно мелькают заголовки о полном разгроме украинской армии на Сумском направлении. А раз так пишут, значит так и есть. Значит, надо продолжать. Переместимся в Харьковскую область, район Купинского направления. Российские военные пересекли границу на еще одном участке местности и захватили приграничное село Меловое. Меня, конечно, умиляет, как некоторые Z-блогеры сразу начинают мечтать на широкую ногу, что якобы это позволит дальше пойти на Великий Бурлук, а потом на Белый Колодец, и это создаст угрозу для Волчанска. И главное, их не смущает, что российская армия за 2 года не смогла даже сам Волчанск дозахватить. А до Великого Бурлука расстояние чуть ли не в 3 раза больше, чем Россия за 2 года прошла от границы до Волчанска. Зачем тогда зашли в Меловое? Непонятно. Наверное, увидели слабый участок фронта. Возможность объявить о типа крупной победе, но даже если там силы украинские ослаблены, все равно, чтобы идти дальше вглубь, нужны очень большие силы. А они сейчас полностью задействованы на Сумском направлении. И то вы видите, какие там результаты. Даже соединить этот новый условный плацдарм с оккупированными территориями в районе Строевки и Тополей будет крайне сложно. Даже сомневаюсь, что возможно. И ведь главное, не способны подумать на 2 шага вперед. Раз зашли в Меловое, объявили его захват, теперь уходить будет нельзя. Теперь нужно будет постоянно там поддерживать позиции. И когда придет запрос на высылку подкрепления от соседних подразделений с района Купинска или Волчанска, придется отвечать: извините, но у нас сейчас все резервы в Меловом, некого послать. Снова активизировался восточный фланг Покровского направления. Российские военные захватили село Коптево и дошли до села Разино. Идут бои на восточных окраинах поселка Новоэкономическое. Я соглашусь с теми, кто пишет, что идет формирование своеобразной дуги вокруг Покровска. Собственно, я об этом говорил давно. Но до условной финальной стадии еще довольно далеко. Юг Донецкой области продолжает быть самой горячей темой в контексте обсуждения фронтовой ситуации. Во-первых, многие пишут про формирующийся карман с центром в селе Мирное, про возможное окружение украинских войск. Пишут об этом из-за того, что к северу от Мирного российские войска захватили село Подубное, а к югу от Мирного продвинулись в районе Федоровки и Веселого. Но все же давайте будем обращать внимание не только на картинку линии фронта как таковую, но и на особенности рельефа местности. Многие смотрят на тот же украинский мониторинговый проект Deep State и видят: ага, с севера на Мирное зашли, с юга на Мирное зашли, а с востока российская армия находится в соседних поселках Комар и Перебудово. Вот вам и карман, вот вам и будущее окружение. Но в действительности от Комара Мирно отделяют как минимум 2 реки – Мокрые Елы и Тонкая. Это заметное препятствие для наступления на Мирное с востока. Поэтому я бы скорее сказал, что есть угроза фланговых ударов по украинским позициям в районе села Мирно. Я бы не назвал это карманом. Теперь возьмем участок чуть севернее, в районе сел Зирка, Ялта и Запорожье. Опять многие, в том числе украинский обозреватель Константин Машевец, пишут об угрожающих темпах продвижения российских сил, угрозе или даже крушении украинской обороны на этом участке местности. 3 села, которые я обозначил выше, находятся в треугольнике местности, образованном сходящимися реками Мокрые Елы и Волча. Если же вы посмотрите именно на рельеф местности, то есть высоты, вы заметите, что этот треугольник находится в низине, а к северо-западу от Мокрых Елов и Волчьей начинаются возвышенности. С учетом этих нюансов, даже пытаться оборонять 3 этих села было бы неразумно. Правильнее отойти за реки на возвышенности и построить оборону там. Именно поэтому мы и увидели такое быстрое продвижение российских сил тут. И этот треугольник довольно быстро закрасится контролем российских сил. Машевец эту ситуацию описал как «вся система обороны ВСУ южнее реки Волча рухнула». Так южнее Волчьей и находится этот треугольник. Поэтому я и описываю эту ситуацию совершенно иначе. Отход с крайне невыгодных и опасных позиций за реки на высоты. Еще чуть севернее начинается Днепропетровская область. На этой неделе Россия заявила о захвате первого населенного пункта Днепропетровской области – села Дачное. Были продемонстрированы кадры присутствия российских военных в селе. Мы видим также бои там. Но, честно говоря, пока что уверенности именно в контроле над селом эти кадры не вызывают. Хотя при этом пророссийские ресурсы сообщают, что российская армия уже ведет наступление дальше, на северо-запад от Дачного, в сторону села Филия. Опять, вспоминая Машевца, он пишет, что ситуация опасна,
и она может привести к образованию Павлоградского операционного направления. Интересно, что в пересказе издания «Инсайдер» умудрились написать, что якобы Машевец пишет об угрозе для города Павлограда. В чем разница? Именование направлений не обязательно говорит об опасности для того или иного населенного пункта. Направление именуют в первую очередь из-за цели удобства, быстрого понимания географии. О каком участке местности идет речь. То есть выбирается опорная точка на карте, в сторону которой двигаются силы. И ты своим именованием как бы говоришь, что вот от текущей позиции силы двигаются вот туда, в ту сторону. От границы Днепропетровской области российские войска действительно двигаются в сторону, как если смотреть, то по направлению на Павлоград. И, скорее всего, они продвинутся километров на 5, условно. А до Павлограда под 100 километров. Поэтому ни о какой угрозе Павлограду Константин Машевец не писал. Еще из таких громких заголовков можно прокомментировать заявление назначенного России главы оккупированной Луганской области Леонида Пасечника, который сказал, что Россия контролирует область на 100%. В действительности Россия контролирует 99% территории области. Но в этом оставшемся 1% еще есть населенные пункты и территории, остающиеся под контролем украинских сил. А именно села Надия, Новоегоровка, частично Грековка, а также Серебрянский лес. Разобраться в таком вале новостных заголовков и сообщений очень трудно. Тут бесполезно делить на «так, вот эти плохие, а эти хорошие». Плохие всегда врут, а хорошим мы всегда верим на 100%. Нет, обе стороны постоянно сильно искажают реальную картинку происходящего. А на это завязано не только просмотр на Ютубе и ожидания общества, а также политические решения, но и огромные деньги. Поэтому инвестиционный банк JP Morgan Chase и создал свой центр геополитики, который делает свои доклады о ситуации, чтобы помочь своим клиентам в оценке инвестиционных рисков. Почему я сейчас про него вспомнил? Да потому что это первая сводка в июле. А в своем первом майском докладе Центр геополитики JP Morgan Chase писали, что война перешла в эндшпиль, то есть финальную стадию, и к июлю она будет заморожена. Наступит прекращение огня. Что ж, если вашему инвестиционному банку нужны доклады получше, чем этот, то все ссылочки есть в описании. Вот в чем мы хуже разбираемся, так это в политике. И часто политика напрямую влияет на нашу область специализации. В начале уходящей недели администрация Трампа опять заморозила поставки оружия Украине. И опять, в том числе того, которое уже находится в Польше. Некоторые писали, что развернули даже грузовые самолеты, которые летели в Польшу с оружием для Украины. В этот раз заморозку объясняют тем, что надо все подсчитать, провести инвентаризацию, проверить, что у Америки достаточно запасов необходимого оружия для собственной обороны. Это, конечно, очень странно звучит на фоне постоянных заявлений, что Америка самая крутая. Американская армия самая сильная. Любого сотрет в порошок. Иран? Тьфу. Палестина? Тьфу. Китай? Тьфу. Ой, стой, погодите. Нам надо проверить, есть ли у нас достаточно оружия. Что в итоге заморозили? Есть конкретный перечень того оружия, которое в Польше и должно было быть поставлено Украине в ближайшее время. Там ракеты класса воздух-воздух АИМ-7, которые используются украинскими самолетами для сбития шахедов и российских крылатых ракет. Там почти 8,5 тысяч артиллерийских снарядов, 252 реактивных снаряда ГМЛРС для Хаймерса, 125 гранатометов АТ-4, 25 ракет для зенитно-ракетных комплексов «Стингер», а также 30 зенитных ракет ПАК-3 для комплексов противовоздушной обороны «Патриот». По идее, хоть как-то вредить обороноспособности США может только то оружие, которое поставляется напрямую из запасов американской армии. А Украине США поставляют оружие как из запасов американской армии, это то, что было выделено по решению лично Байдена, так и по контрактам с заводами-производителями, заключенными Пентагоном. Последнее на обороноспособность США никак не влияет. Мы не знаем все детали замороженного оружия, но знаем, что, например, ракеты ПАК-3 для комплекса Патриот не входили в те остатки списков, которые расписал Байден, и которые должны были быть поставлены сейчас. А значит, это свежепроизведенные ракеты, и уж их поставку точно не следовало замораживать. По всем списке это самое критичное для Украины, и при этом никак не влияющее на США. По остальному списку это не так критично для Украины прямо сейчас, и уж совсем не критично для США. Все остальное армии США прямо сейчас где-то на войне не используется, и запасов всего этого много. Поэтому не было никаких причин срочно прям останавливать поставки. Хуже всего то, что непонятно, на какой период все заморожено. Когда нас в январе по касательной задела ситуация с заморозкой грантов, нам хотя бы какой-то срок давали.
говорили, что проверка будет длиться до 90 дней. А здесь сроки неизвестны. Более того, сами американские чиновники выдают противоречащие друг другу заявления. Трамп вообще говорит, что нет-нет-нет, мы продолжаем поставлять Украине оружие. Говорят, что вроде как заморозили все внешние поставки Пентагона, не только Украине. Но пока что сообщения о проблемах идут только по украинским поставкам. Многие гадают, что вообще происходит? Это очередная попытка давления на Украину? Это пряник Путину после его разговора с Трампом? Это какие-то внутренние американские доги-проблемы? Черт ногу сломит, совершенно неясно. Там в Белом доме сейчас полнейшая чехарда. Говорят, что якобы поставки заморожены решением замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби. Может, он решил таким образом выделиться на фоне всей тенденции оптимизации и сокращений внутри американской администрации. Может, это следствие его давней позиции о необходимости уменьшения вовлечения США в российско-украинскую войну. Честно, непонятно. Мне кажется, что даже в самой американской администрации не до конца понимают, что происходит, кто за что отвечает. Тем более, что они там свои штаты сотрудников тоже посокращали. Теперь вот Марко Рубио одновременно и госсекретарь, и советник по национальной безопасности. Короче, будем внимательно следить за этой ситуацией. Закончить я хочу таким вот отступлением, как бы отвечая на некоторые самые часто встречающиеся комментарии под этими сводками. Точнее, на один конкретный, который можно свести к вопросу, что у тебя с произношением. Постараюсь очень коротко прокомментировать, просто хочу показать, что я вижу ваши претензии, ваши замечания, иногда читаю ваши сообщения. В обычной, нормальной жизни я говорю абсолютно нормально. По крайней мере, за все время никто и никогда не жаловался. Все проговариваю, все выговариваю. Что же происходит на сводках? Военно-аналитическая работа по стандартам команды CIT – это очень сложно. Каждый день мы проворачиваем через себя гигантский пласт информации, который анализируем. На самом деле, то, что вы видите в паблике в видеоформате, это только очень маленький процент всей работы CIT. Начиная с вечера пятницы, после всех наших собственных сводок за неделю, после всех комментариев в разным СМИ, я начинаю отбирать те новости за неделю, которые считаю важными осветить. А всего их за неделю в нашей работе набирается под 100-2. В течение всей ночи и утра я пишу текст для суфлера, после чего в обед прихожу в студию, где мы записываем эту сводку. Все это происходит без перерыва на сон. И по времени это расписано жестко. У меня просто не остается времени, чтобы несколько раз перечитать написанный мной уже текст, как-то заучить его. Поэтому во время записи сводки мне чисто физически сложно чеканить произношение. Это как если бы вас в 4 утра резко подняли с постели и заставили с дикцией Левитана зачитать сложный технический текст. Я все равно стараюсь работать над своей дикцией и произношением. Максим мне даже крутого преподавателя посоветовал. Правда, я не успеваю с ним заниматься. Но, по его совету, вот так читаю Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил, когда ни шутку уже не мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Всем тем, кто скажет, так перестройте свои процессы, записывайте в другое время и так далее, заранее отвечаем, что в этих процессах задействовано большое количество людей, у которых огромное количество и других задач еще. И у меня тоже. Я тоже очень жестко лимитирован по дням недели, когда именно я могу записывать сводки. Подводя итог, приношу извинения тем, кому неприятно, приносит страдания слушать мою усталую, невнятную речь. Я буду продолжать работать над собой и стараться повышать качество итогового материала. Ну а мы с вами увидимся через неделю. До встречи и пока.